Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, что же нам подскажут для вашего знака зодиака карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не передаст все перипетии и тонкости вашей жизни. Каждого из вас именно. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И если вы переложите на метафору карт, вот те события в жизни вашей, которые сейчас у вас в центре внимания, то я перечисляю всегда варианты по каждой карте. То значит и какая-то ситуация, может быть, как пазл у вас сойдется. Итак, в нашем традиционном еженедельном прогнозе мы задаем наши вопросы. Первый. Что важно знать? Что для вас будет важно, мои дорогие близнецы, на этой неделе? Чего не избежать или неожиданности возможное? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, что вас будет радовать на этой неделе? Что скрыто? Может быть, чего-то вы не замечаете. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, энергия, денег, личная жизнь. Итак, давайте смотреть. Что же важно знать? Ну, в этой неделе вы как будто в обороне. Может быть, так и стоит поступить. Девятка жезлов. Вот карты уединения или когда мы не торопимся давать кому-то слово. Или мы, в принципе, никуда не торопимся, не спешим. Может быть, у вас такой период жизни, когда, да, так складываются события, что вам нужно ждать документов, предположим, или ждать какой-то назначенной конкретной даты, что-то вы не можете убыстрить помимо своего желания или своих каких-то планов. Есть вот какая-то определенность, которая связана со сроками, и здесь вот мы ничего не ускорим. Кроме того, и карта где-то советует о том, что да, ты действительно в какой-то вопрос не должен включаться раньше времени. И здесь как будто время не пришло. Может быть, вот мы ведь спрашиваем, что важно знать, то есть это какие энергии предпочтительнее. Вот поэтому не подгоняйте какую-то ситуацию. Сами себя, мои дорогие близнецы, не пришпоривайте. Дайте себе время подумать. Ведь когда выпадает эта карта, мы всегда откликаемся на события извне, или, может быть, просьбы чьи-то извне, или пусть это какие-то планы, но мы их тогда корректируем, исходя из двух позиций. Первое, чтобы что-то не упустить полезное, доброе для нас. И второе, чтобы, если нам что-то угрожает или какая-то ситуация, когда мы тоже должны вот неизбежно принимать какие-то решения. Во всех остальных случаях, если нет этой самой остроты момента, ну и мы тоже как-то никуда не торопимся, мы здесь больше сохраняем себя, сохраняем где-то деньги, мы все же жезлы, сохраняем собственные позиции, сохраняем позиции на работе. То есть, ну, вот где-то все идет своим чередом. Но и вы больше в спокойных энергиях. Нам могут говорить еще и о том, что, ну, не время, может быть, принимать на себя какие-то обязательства, мои дорогие. Давайте посмотрим. Неожиданности. Тройка мечей. Это карта того, что не ново. Это какая-то ситуация, которая была прежде, она себе может напомнить. Может быть, тот вопрос, которым вы занимались прежде, но вы его до конца не решили. Может быть, мои дорогие близнецы, он и не совсем от вашего решения зависел. У кого-то из вас это может быть какое-то разочарование, ну или контакты с каким-то человеком по части личной жизни, личной истории, когда что-то вас не устраивало. И может быть вот какой-то нюанс, когда банально у кого-то не нашли общего языка с вашим близким человеком, разошлись по каким-то принципиальным позициям. И, видимо, это не в первый раз. Но, может быть, вот как раз это в очередной раз повторение вас заставляет взять паузу, девятка жезлов, отступить полшага назад, не торопиться, посмотреть, как будут развиваться события, куда-то, может быть, не спешить, в принципе, в каких-то обязательствах, не спешить,
для того, чтобы с кем-то разобраться окончательно, может быть и так. Вот есть что-то, то, что мы не должны, с одной стороны, повторить как какой-то печальный опыт. Но и с другой стороны, ведь это карта здорового равнодушия, тут действительно будет правильная позиция, просто понаблюдать. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. А вот не время манипулировать, нам говорят, карта мага выпадает, у вас сильная позиция. Но не время, может быть, активных действий. Все же вот все три карты говорят об этом. Сохраняй себя, сохраняй свои силы, занимайся где-то своими делами, тем, что ты запланировал. Все идет у тебя сейчас своим чередом. Если мы говорим про работу, значит и работе нужно уделить внимание в том ключе, в том контексте. Вот та планка, которую вы взяли уже, мои дорогие близнецы. И правда, какая-то победа состоялась, потому что карта мага, она говорит о том, что у вас сейчас достаточно сильная позиция. Но и нужно уделить внимание, чтобы это сохранить, удержать, укрепить. Ну вот как-то фундаментально отнестись к тому, что вы имеете. И не пытаться, может быть, подстроиться под кого-то или угодить кому-то. Ну, у кого-то ведь и так может проиграться, может быть, и личная жизнь. Может быть, если была ссора, да, вот предыдущие две карты, это не значит, что мы в угоду хорошему отношению к нам должны наступить на горло собственной песни. Нет, здесь что-то должно быть на равных. Вот я где-то вижу так. Поэтому не спешите с места в карьер, даже если была ссора. Возьмите паузу, дайте, ну, как-то вот вам самим, видимо, нужно с чем-то разобраться. Что вам помогает? Правда, ожидание помогает, королева кубков. Вот какое-то ожидание, тут все станет по своим местам. Хотя, надо сказать, королева кубков тоже великий манипулятор. У кого-то может проиграться именно ситуация с вашим любимым, близким человеком, у кого-то с родственниками. И с родственниками тут могут быть разные темы, может быть и денежные какие-то темы отчасти. Тогда тоже нам говорят нет, не торопись, может быть, помогать кому-то деньгами, может быть и так. Или не торопись использовать, допустим, свои связи, чтобы человек решил какой-то свой вопрос. Не тот, который вас непосредственно касается, а кого-то. По королеве кубков мы, правда, тут наблюдаем. Раньше изображали королеву кубков как королева-русалка. И это действительно манипулятор. Та, которая заманивала моряков и рыбаков на пучины морские, обещая несметные сокровища и неземную любовь. Но вот вам именно такие энергии помогают. То есть обещать вы можете, но реализовывать пока нет. Ожидайте. Ну, видимо, может быть, вы и сталкиваетесь, мои дорогие близнецы, с какой-то манипуляцией. И это не обязательно может проиграться в личной жизни. У кого-то, да, и может быть и так. Но у кого-то ситуация может быть и на работе, когда где-то вас могут, ну, за какие-то струны, за известные человеку, пытаться на них сыграть какую-то свою мелодию, надеясь, что вы откликнетесь. Поэтому анализируйте. Вот по части проанализировать – это ваша сильная сторона, потому что близнецы – это ассоциация с интеллектом. И вам придется им пользоваться активно на этой неделе, чтобы видеть как бы подноготную. Что человек транслирует, это одно. А что он задумал на самом деле, это другое. Вот есть какой-то ребус, который вам нужно разгадать. Или для кого-то из вас какая-то ситуация, пусть вот тройка мечей, конкретной ситуации касается, которая не связана с отношениями, а с чем-то другим. Тогда тоже не торопитесь, тут все встанет на свои места. Дайте время, пространству, Вселенной как-то подвести итог, чтобы было для вас больше определенностей. Что скрыто? Вы можете подозревать, что от вас что-то скрывают. Тогда и карта говорит, опять же, скрывай. Вот, правда, есть какая-то не то тайна. Может быть, у кого-то это ваша тайна, мои дорогие близнецы. Кто-то столкнулся, может быть, вы как-то просчитали. Или чувствуете интуитивно, все же у вас карта мага выпадает. Когда вы можете чувствовать, что, похоже, тут со мной пытаются манипулировать. И тогда вам ничего другого не остается,
как самому быть или самой в тех же самых энергиях. Королева жезлов – это сильная позиция, но это та, которая никому ничего не говорит. Черный кот на коленях у королевы как раз и говорит, что она умеет хранить тайну, как свою, так и чужую. И поэтому, мои дорогие близнецы, все то, что я сказала, неважно, чего касается вопрос, храните тайны, и свои, и чужие. А дальше время, пространство пройдет какой-то период, что-то будет более ясным, конкретным, обустроится или разовьется до определенной степени, когда вы можете видеть либо ситуацию более четко, либо в какую-то систему, канву это выстроится, и тогда тоже будет больше определенности. Дела, работа, бизнес. Ну, у вас сильная позиция, правда, но не время собой рисковать, тут надо все сохранять. На десятка пентаклей кто-то получает деньги, может быть, какие-то ряд как согласование важное вы проводите на этой неделе. И тогда вы не должны с чем-то просчитаться. Может, это какая-то ситуация, которая, к примеру, купля-продажа дома или недвижимости у вас стоит на кону. И здесь все очень четко, конкретно должно быть тоже. Не как будто не имеете права на ошибку. Вам придется держать под контролем где-то и сферу чувственную. Все же десятка пентаклей обозначает наших родных, близких. И в то же время финансы. Вам придется быть этим реалистом и как и анализировать, так и что-то просчитывать. Удерживать, по сути дела, благополучие. Удерживать собственное благополучие. Дела идут неплохо. Но есть еще те вопросы, которые еще пока не решены. И во что выльются они. Я бы сказала, на этой неделе, может быть, по крайней мере, на начало недели, вы еще не можете видеть какой-то стройной канвы событий. Давайте посмотрим. Финансы. Может быть, и по финансам какая-то подвешенная ситуация, и к вам могут обращаться, кстати, вам могут делать кому-то из вас, мои дорогие, как предложение. Но тогда карта говорит, остерегайся того, что ты возьмешь на себя какие-то обязательства и тем самым себя вгонишь буквально в какой-то тупик. Все же у нас по карте повешено, обратите внимание, тупик именно показан. Иногда это таким не совсем красивым словом обязаловка, которую мы, где-то не просчитали, на что-то согласились, а потом мы вынуждены либо из нуля в рогожечку, либо мы уже не имеем маневра какого-то. И вот мы пытаемся как-то выкрутиться в одиночку из какой-то тупиковой ситуации. Вот это вам выпадает на деньги, правда. Я бы не сказала, что на этой неделе хорошо деньги тратить. Деньги как будто есть, или они вот-вот к вам придут. И поэтому карта может с одной стороны говорить, не дели шкуру неубитого медведя. То есть если ты ожидаешь, что в какую-то дату у тебя будут деньги, но они еще пока не в твоем кармане. Поэтому пока что-то не планируй, не обещай кому-то помощь. Или сам не давай какие-то там зароки, или, может быть, не давай какую-то начальную, допустим, сумму, может быть, у вас сделка какая-то на кону стоит, я могу и так предположить, и вам нужно дать задаток. Тогда я не могу сказать, что вы даете задаток. Как-то уведите любое дело по части финансов и работы на какую-то нейтральную позицию или своего рода паузу, чтобы себя потом на эту долгую паузу не поставить. Вот как-то так, тонкий нюанс. Личная жизнь. Нам снова говорят, деньги есть, деньги будут. Какая-то финансовая ситуация у вас действительно может разворачиваться на этой неделе. И кому-то вы попросту можете не верить. И, кстати, шестерка пентаклей нам говорит карта о том, что это карта финансового успеха. Это карта меценатства. Так вот, для тех, мои дорогие близнецы, у кого вы занимаетесь творчеством, это прекрасная карта. И весь, кстати, этот триплет денежный будет свидетельствовать о том, что, допустим, вы искали как раз мецената или спонсора, чтобы спонсировал ваш проект, и вы его находите. Так вот, если к вам приходят деньги, то мы их удерживаем, аккумулируем. Но если у вас и тут благополучно как раз вам кто-то может еще и помочь, я бы сказала, закрыть какую-то финансовую брешь или разрешить какую-то финансовую
ситуацию, спор, вот это вот все со знаком плюс. Но если кто-то от вас просит деньги или в долг, или, ну, кого-то проспонсировать, тогда нет. Шестерка пентаклей нам говорит, помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Вот есть какой-то такой момент финансовый на этой неделе, и у каждого по-своему. У кого-то это будет личное творчество, ремесло, и тогда, если вы берете, получаете деньги, это прекрасно, деньги приходят. Если это какая-то рабочая ситуация, значит, тоже как-то удерживаем собственные позиции. Или обратно, если кто-то просит денег, то 1001 способ. Тогда не случайно вам выпадает королева-русалка, я сказала, великий манипулятор, который обещает, но ничего не исполняет. Как бы это ни звучало дико, мои дорогие, но я говорю то, что говорят карты. А вы переложите, пожалуйста, на свою ситуацию. И я буду очень благодарна вашим комментариям и откликам. Вообще у вас все хорошо, у вас сильная позиция. Но, видимо, эта неделя требует очень предельного внимания, концентрации к мелочам. Нет этих самых мелочей. Из чего-то незначительного складываются более крупные дела на этой неделе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.